Раз. Едем мы в Тромсё сейчас. Всем привет, надеюсь, меня видно. В общем, у нас предстоит ночной рейс, планы поменялись. Я вам в прошлом ролике сказал, что мы поедем с вами в Скарсвяг. Мы туда не едем, мы едем в Тромсё или в Тромсо, как вам удобнее. До туда нам ехать 645 километров, это если по хайвеям заполярным. Это Е10 и Е45. Но мы, может быть, поедем через Пайло Коллари по 392 дороге. Но посмотрим по обстоятельствам. У нас все готово, чтобы заварить чаек. Через полчаса буквально приедет прицеп. И там я хотел показать один нюанс. Как заполнять правильно ЦМР. Там будут нидерландские, скорее всего, ЦМРки. И их нам надо будет правильно заполнить. Точнее, нам-то не надо, они должны будут быть заполненными. Но мы обязательно должны будем туда свой номер трака, тягача, прошу прощения, тягача указать, прицепа. Ну, скорее всего, может быть, уже будет указано, а может быть и нет. В графе следующий перевозчик, последующий. Вот, это обязательно. Обязательно проследить, чтобы была дата отправления. И когда мы будем сдавать груз, чтобы обязательно поставили дату прибытия и принятия груза. Это прям теперь смертельно важно. Ну и в процессе я вам прямо с этого места пассажирского покажу часть дороги. Может быть, пообщаемся с вами. На паузе что-нибудь красивенькое, как всегда, покажу. И, собственно, ждем прицепа, погнали. Получили, значит, мы бумаги. Это на таможне МРНК. ЦМРки нас интересуют. Нам надо эти ЦМРки проштамповать. Вот сюда вот поставим. Вообще-то 17-я графа следующий перевозчик, насколько я знаю. Поэтому мы сюда проштампуем. Ребята, видимо, так. И оп. Ой, зачем я бибикнул? А, ну правильно, на клаксоне штамповать-то. Так. Есть. Сюда тоже. Есть. И на лоудинг лист. Не знаю зачем, но на всякий случай тоже поставим. Остальное у нас есть. Отправителя штамп. Мургиверде. Есть перевозчик первый. Есть перевозчик мы. И есть все данные, что, куда и как. Ну, отлично. Можем ехать. Ну все, погнали. Дорога ждет. Вперед. Делаем с вами паузу 15 минут. И пока мы ее делаем, объясню, почему так важно
заполнять корректно ЦМР. Каботаж. Все просто. Первое, что будут у вас проверять норвежские транспортники. Кто вы, что вы, откуда и как долго находитесь в Норвегии, что вы там возили, что вы гружали. Если ЦМР заполнено некорректно, очень маловероятно, что они начнут разбираться, выяснять. Нет ЦМР. Все, вот их аргумент. Это нарушение. Нарушение серьезное. Поэтому, чтобы сберечь нервы себе, сберечь нервы логистике и не тратить зря время, заполняйте корректно, и будет вам счастье. Обязательно следите, чтобы отправитель все-таки хоть как-то обозначался. Хоть как-то. Я знаю, что это не всегда возможно, но это залог успеха. Встали мы на простенькой такой парковочке. Не знаю, видно, не видно. В общем, несколько фур. И так чисто. Ничего особенного, лес кругом. Я перешел на полностью автоматические настройки. Теперь, раз вы хотите влог, буду вести влог. Ну и сейчас глянем глянем окрестности быстренько, что тут происходит. Так что следите, пожалуйста, за ЦМРками, заполняйте их корректно и указывайте даты. И себя не забывайте вписывать как перевозчика. Итак, вечер добрый. Мы продолжаем наш тур по Лапландии. Нам осталось 273 километра. Мы встали прямо возле границы с Финляндией в Каресуванда. И на секундочку, 273 километра, а изначально наше расстояние было, если я правильно помню, 640 километров. Простая математика. Мы прошли с вами 365 километров за 4:20. За 4:23. Вот так. Классно же. А сейчас, на секундочку, время. Время у нас 1:39. Холодильник работает, все хорошо. Очень живописное место. Тут кемперы приютились. Торнедален. Здесь сувенирный магазин. В общем, до норвежской границы нам осталось что-то около 100-120 километров. И там тогда камеру я нацеплю на пассажирское сиденье. А здесь роза городов.
Если кто свой нашел, пишите в комментариях. Я своего не нашел. Таких маленьких там нету. «322 метра над уровнем моря». Красиво. Природа просто супер. Вот так, ребятки. Сейчас можно будет сделать пару кадров на дрончик и продолжить наш путь. Если что-то еще умное в голову придет, скажу. А так мы с вами продолжим разговор по дороге в Норвегии. Ну что, полетаешь? Так, друзья, мы на границе. Сейчас пойдем вот туда оформимся. И надеюсь, нам только просканируют эту МРН-ку. Просканируют МРН-ку, и на этом все. Переместим камеру сюда. И поедем любоваться красотами Норвегии вместе, болтая о чем-нибудь. Ну что, друзья, стартуем с таможни. Поляков пропустили вперед. И двигаемся. Все эти датские грузы очень удобные, в плане, что оформление требует только транзит, а остальное все просто сканируется и проходится граница очень быстро. В этот раз у меня была только один листик с МРН-кой, общая, потому что до этого, я помню, я катался, и это была жесть. Там была папка размером, я не знаю, сколько там было всяких листов, но этой папкой можно было убить. И это занимало где-то 10-15 минут. А сейчас пик, и все, и мы уже в Норвегии едем. 161 километр нам остался. 3 часа у нас еще времени. Я думаю, все мы прекрасно успеем. К
6 часикам. Да, кстати, мы еще официально не пересекли норвежскую границу. Мы прошли таможню, но границу не пересекли. Вот впереди непосредственно географическая граница. Снег лежит. Этот сезон на самом деле холодный. Зима долгая, лето не жаркое, за бортом 9 градусов. Время без 15:04 утра. И времени у нас в принципе впритык. Доставка в 6, плюс поляков мы пропустили у них. Скорее всего, все равно первыми их будут выгружать. А можно и к 7 приехать. Ничего страшного не будет. Тем более этот груз мы выгружать будем не сами. Нас будут выгружать. А Норвегия в этом плане довольно-таки занятые и ленивые. И смена какая-то там погрузчиков, грузчиков у них как раз к 7 и собирается. А если там уже на месте много машин, то еще и очередь. Так тогда вообще можно там простоять часов до 10 утра. И, кстати, заодно хочу предложить тему для сравнения. Работа на рефе или на тенте. Плюсы и минусы. Тема следующего ролика. Как вам? Напишите в комментарии, я готов снимать. Сейчас я уже довольно-таки так сонный. Не так, чтобы сильно, но мозг немножко притуплен. Потому что 4 утра, самое такое время. Кстати, кто ездит по ночам, как ваше самочувствие в период с 4 утра по 6-7 утра? Вас посещают гениальные мысли? Рождаются гениальные планы? Так, ну, собственно, мы прибыли. Справа куб. Нам надо сзади объехать и встать на фруктовые рампы, я так подозреваю. Потому что вроде все такое температурное здание мы выгружаем именно там. Обе рампы заняты. В общем, друзья мои, мы последние на выгрузку. Там стоит 2 Lars Prima на новых Volvo, кстати. Они выгружаются еще только. Потом Гертека, тот термотранзит с границы и только потом мы. Так что я думаю, у меня еще часика полтора в запасе точно есть. Я думаю, сейчас глянем ЦМР и будем заканчивать. После выгрузки я сразу завалюсь спать.
Что-то я с непривычки подустал, хоть и не сильно. Сравнительно легко далась дорога, тем более и съемочки были, и все. Так что давайте глянем ЦМР еще раз для закрепления материала и баньки. Итак, ЦМР. Таможня. Сделаем так. Итак, ЦМР-ка. Обязательно должен быть отправитель. Обязательно должен быть получатель. Место выгрузки. Вот здесь сделано так, что вообще получатель как бы Транхейм. Основной склад Куповский. А место доставки указано Тромса Куб. Так что надо внимательно смотреть на такие вещи. Дальше у тебя должно быть наименование, что загружено, сколько загружено. 17 графа, 16 графа перевозчик, это данные перевозчика, штамп, адрес, страна, наименование фирмы. 17 последующий перевозчик, то есть тот, кто еще, может быть, перецепил или перегрузил груз. Сюда поставили, я так... Да, неправильно поставили сюда печать предыдущие ребята, кто перецеплялся, потому что здесь 18 графа это пометки перевозчика. Сюда вы пишете, если у вас какие-то проблемы на загрузке, или вы, например, не присутствовали при загрузке, вы пишете сюда, не присутствовал при загрузке, чтобы с вас ответственности не было. Дальше все, что касается отправителя. Желательно штамп с адресом, с датой. Здесь... Даты я не вижу, но так как это оригинальная ЦМР-ка и мне передана, я ничего не могу сделать. Дальше идет регистрационный тягач и прицеп. Заполняем обязательно. Почему 23? Ну-ка, ребята, в комментариях скажите, что это за графа такая. Термотранзит Поланд. И сегодня вот тут... Так, ну все на китайском языке. Здесь должна будет появиться подпись сегодняшнего получателя. Обязательно. И один экземпляр останется нам. Вот. Лоудинг-лист на самом деле заполнять не обязательно, как здесь вот мы проштамповали. Это не обязательно, но на всякий случай. Вот такие вот дела, ребята. Желаю вам спокойного дня. Ну а вот итоговый результат. Товар сдали успешно. Спать. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Зовите друзей. И пишите в комментариях, что бы еще хотели интересного узнать или увидеть. Пока.